Друзья, всем салют, снова рад вас приветствовать в новом видео, в котором сразу же хочу вас поблагодарить за те все теплые комментарии с отзывами, которые вы пишете. Я все их читаю, все, если адекватные, нормальные, я, конечно же, лайкаю, комментирую и беру себе на вооружение, так сказать. И сейчас я хочу показать вам аквариум, ну, видите его частично, и рассказать о тех проблемах, которые с ним произошли, а также о ваших комментариях, немножко дайте обратной связи. Вы там мне писали по поводу лимонки, я вас спрашивал, соды. Были советы такие, чтобы поставить сюда брашку. Ну, брашку не вариант, я потом не знаю, самогон гнать не собираюсь, поэтому как бы брашка такое, думаю, не очень хороший вариант. Был вариант с газировкой. Ну, газировку тоже, ребят, я не знаю, стоит, не стоит как бы сюда лить. Вроде как на 30 литров вы мне писали 20 грамм. Ну, что-то 20 грамм газировки сюда, ну, мне кажется, будет ни о чем. Надо побольше объем. Если кто шарит, сколько там надо конкретно, пожалуйста, рассчитайте. И, либо расскажите, какие надо делать расчеты. По поводу лимонки, соды писали, чтобы я посмотрел в кондитерских магазинах. Но поверьте, это цену не изменит, она будет такая же большая. Как бы тут, ну, лимонка это дорогая вещь, ей просто так не разбрасывается. И мне советовали типа капельницу. Вот, кстати, капельницу, я не знаю, сколько стоит капельница в аптеке, какая ее даже приблизительная цена и могут ли продать, потому что тут даже шприцы продают отдельно без иголок. Иголки надо вроде как по рецепту. Опять же, эта информация не стопроцентная. Если кто владеет ей, напишите в комментариях. По поводу того, что вы писали, как избавиться от планарии, гидры, писали много чего, вплоть даже до сюда провода сувать от батарейки, от кроны, либо блок питания. Но вы знаете, как бы, да, я знаю такой вариант, существует, в старой литературе о нем упоминается, но как бы не хотелось бы им пользоваться, так как мне надо всех улиток выловить, мне надо даже те же 2 креветочки и тех поймать мне. Как бы, ну, честно сказать, не особо мне хочется этим заниматься. Писали еще по поводу препаратов. Препараты, конечно, все классно, там один называли, я не помню, как точно он назывался, но я обязательно вставлю его название. Я так понял, он продается в Германии, но я не знаю, по рецепту или нет, и какова его стоимость, а также какая дозировка, как рассчитывать. Вот тоже мне интересно, если владеете такой информацией, напишите об этом, буду очень благодарен. Так, вроде бы по советам, вроде бы все. Ну да, конечно, еще писали мне, что помолодел, сбрил усы, бороду. Спасибо всем огромнейшее, мне приятно читать такие комментарии, а не то, что там кто-то с желчью исходил на нет. И давайте же сейчас покажу немножко, вот тут аквариум, да, стоит, дополнительно, вам плохо его видно, но он стоит. Тут у меня дело в том, что кое-что происходит, так сказать, за кадром. И расскажу, у меня здесь болото полное, тут просто ужас. Сейчас увидите кусочки видео. Вот чтобы у вас такого не получилось, я сейчас покажу и расскажу, какие мои действия привели к тому, что вот это у меня случилось. И чтобы вы это не повторяли. Потому что, ну, это действительно тихий ужас здесь. Просто какой-то кошмар. Если коротко, тут эти товарищи у меня живут. Все с ними в порядке. Говорят спасибо, довольны проживанием, бесплатно. Но вот вам небольшая интрига для следующих видео. Надеюсь, все получится. И покажу впоследствии видосик. Очень над ним стараюсь. Надеюсь, все получится. Показать вам, чтобы вы потом и получили огромнейшее удовольствие. Здесь у меня еще мини-лаборатория, так сказать. Ну, потихонечку всем занимаюсь. Сейчас вы вот видите то, что происходило в моем аквариуме. Весь тот ужас, который я испытывал и думал, что все придется начинать по новой. Ну, как бы, знаете, все пошло на поправку. Ну, все же, я зашел в магазин, и я хотел купить что-то от водорослей, альгае.
по-немецки, наверное, правильно Альгая сказать. Ну, потому что продавец меня понимал, когда я говорил Альгая. И он говорит, слушай, ну, у нас же можно сделать тесты воды. Вначале он меня спросил, типа, я могу сделать тесты воды, есть ли у меня тесты? Я говорю, нет, к сожалению, у меня нету тестов. Он говорит, так мы можем сделать, приноси воду, и мы сделаем тесты. Я говорю, сколько это стоит? Он говорит, это бесплатно. Я говорю, очень интересно, говорю, обязательно приду и сделаю. Вот поэтому я сейчас пойду в магазин, сделаю тесты воды, и мы посмотрим, что же там сейчас в воде и почему же вот такое у меня произошло, потому что ну, это никуда не годится. Набрал воды, ребят, сейчас будем делать тесты. Bisschen warten. Kein Nitrat und kein Nitrat drin. Ist perfekt, ja. Ja. Kann man Fische reinmachen, wenn noch keine drin sind. Ребят, не знаю, как я первый раз здесь прошел и не услышал, но тут даже издалека слышно, как они сверкотят, жужжат. Я не знаю, как это правильно, цверинка, как это назвать. Посмотрите, сколько их разных тут. Вот зоофобуса нашел. Ценник на него, да? 2,99, 2,79. Мушку дроздофилу нашел. Есть побольше, поменьше. Но ценник один и тот же. Но это я, судя по названиям. А, подождите, и тут гроз, и там гроз. Что-то я вас дурю. Я думал, она не летает, но вижу, крылышки есть, значит, наверное, летает. Ну так прикольные товарищи. Интересно. Не знаю, как они правильно называются. Вот их название. Тут прям кузнечик, я не знаю, саранча, они такие вон здоровые такие. Вот это я думал тоже дроздофила вначале. Но нет, оказалось, что это какая-то вот мошка, просто маленькая. А тесты делали вот этой фирмой. Впервые ее вижу. Даже не знаю, насколько ей можно доверять. Ну, раз делают тесты, я думаю, значит, проверено временем. Вот, ребята, я думаю, средства против водорослей. Ну, посмотрите, ценник 8 евро и 13 евро. Это наш обычный Сайдекс, только тут пол-литра 13 евро. Как вам? Либо 250 миллилитров 8 евро. Да, я понимаю, что надо привыкать к ценам таким. Но реально, я думаю, уже может с Украины заказать. Но пока, если посчитать доставка, людей просить, то, ну, наверное, еще и дороже выйдет. Ну, если, конечно, взять другие фирмы, тут вообще еще дороже. А вот то, что с перекисью, Альгашок вот этот у нас, который, тут тоже он 10 евро. Вот никогда еще не покупал. Сколько тут за, ну, 13, ну, даже 8, пускай, на 4. Это уже 320 гривен. Вот такой вот маленький пузыречек 250 миллилитров Сайдекса. Ну, блин, вообще. Конечно, жаба задает за такую цену покупать. Ну, придется, наверное, к этому привыкать, потому что тут и химия другая тоже, тут ценники, конечно. Это причем еще дешевый магазин. Еще, ребят, хотел дополнить по вашим комментариям. Вот мне понравился совет, раз это с огнетушителем, тоже такой интересный, ну, я не знаю, как бы, где достать его. Ну, мне там написал человек, где достать, что с ним делать дальше. Если бы еще картинки скинули, ну, фоточки в группу, было бы вообще шикарно. И еще один вариант такой интересный, не слышал о таком, это если взять баллон для газирования водички, ну, питьевой. Здесь в Германии это популярно, вот эти баллоны, они по пол-литра, по-моему, или 300 там, грамм. И водичку газируешь, пьешь потом. Вот я хочу попробовать еще посмотреть ихнюю цену. И вроде как человек сказал, на полгода хватает. Но я не знаю, туда редуктор прикрутится или нет. Если не прикрутится, то как бы не хотелось бы с этим сильно заморачиваться. А с огнетушителем вообще тема. И еще, ребят, многие пишут, дают советы, не понимая, где я сейчас нахожусь. Я нахожусь в Германии, и здесь совсем все по-другому. Тут, ну, как бы трудно вам пока объяснить, но в процессе я вам буду стараться показывать и объяснять. Но это не просто так, что как в Украине я пошел, и все те же препараты, все те же там медикаменты или оборудование можно
пошел так и купил. Здесь с этим намного сложнее. Ну а теперь я расскажу сейчас, что же я сделал, почему у меня такое получилось. Я не знаю, возможно, кто-то тоже такой результат получал, но другим способом. У меня, в общем, получалось как? Я вначале лечил от гидры аквариум средством Ермолаев. Пролечил все, подмены, все как положено. Потом я начал от водорослей ничатых перекись обрабатывать. Залил перекись, обработал, как бы все вроде как нормально, там пузыряло, я вам показывал, все классно было. А после этого я решил залить, у меня еще тут штука есть, которую я нашел тогда на выносах. И вот я ее залил, такая штука. И против альгол. Я думаю, ну все, четко, теперь у меня будет полный порядок. Вот я ее залил, и вот такой результат на следующий день получил. Причем, чем дальше было, тем хуже. Вот еще тут последствия еще остались. Они, конечно, уходят. Я ничего не делаю. Видно, улитки там шевелят воду, грунт, и оно все уходит. Как бы, ну, я, конечно, понервничал немножко, переживал, но все восстанавливается. Конечно, немножко растения пожег, видно, много пшикнул перекиси, видно, хорошая перекись была, так что с этим тоже надо быть аккуратнее. Так что не повторяйте мои ошибки, и это будет вам наукой. Если еще есть какие-то вопросы, предложения, пишите их в комментариях. У меня на этом все. До новых встреч. Пока-пока.